Всем доброго времени суток! Сегодня мы вновь отправимся на Ближний Восток. И я расскажу про Республику Ирак, государство на Ближнем Востоке, население на 2014 год которого составляет более 36 миллионов человек. Столица Багдад, официальные языки арабский и курдский. Расположен в месопотамской низменности в долине рек Тигр и Ефрат. Омывается водами Персидского залива на юго-востоке, береговая линия 58 километров. Имеет сухопутную границу с Кувейтом, Саудовской Аравией, Иорданией, Сирией, на севере с Турцией, на востоке с Ираном. Отличается значительным этнокультурным разнообразием. Территория Ирака составляет 435 тысяч квадратных километров. Главными водными артериями страны являются Тигр и Ефрат. Большую часть территории Ирака занимают пустыни, злаковые полынные степи, полупустыни и тропические пустыни на юге. Леса занимают 2% площади государства. В горах произрастают дубы, фисташки, можжевельник, сменяющиеся к подножьям маквисом и колючими кустарниками. В долинах крупных рек Тамариск, Ива, Туранга. Верхние склоны самых высоких хребтов заняты альпийскими лугами. На юге Ирака возделывают финиковые пальмы. В настоящее время Ирак по количеству финиковых пальм около 30 миллионов и по производству фиников занимает первое место в мире. Основными полезными ископаемыми являются нефть и газ, также сера, гипс, таль и асбест. Климат в Ираке континентальный, с сухим и исключительно жарким летом и относительно дождливой прохладной зимой. Дожди летом крайне редкое явление. Средняя температура лета до 50 градусов. Годовое количество осадков 50-150 мм на равнинах и до 1500 в горах. Летом на юге часты пыльные бури. Животный мир Ирака в результате деградации мест обитания и военных действий сильно обеднен. На озерах юга можно увидеть большое количество фламинго, пеликанов, цапель и других водоплавающих птиц. Из крупных млекопитающих сохранился волк, гиена, персидская антилопа, газель, каракал, шакал, также водятся гепард и лев. Медоед. Много грызунов, пресмыкающихся и опасных членистоногих, таких как толстохвостый скорпион, является одним из наиболее высокотоксичных видов мировой скорпиофауны. Белый каракурт. Характерным признаком белого каракурта является его шарообразная брюшко и тонкие длинные ноги. Единственный вид своего рода, у которого окраска тела светлая. Питается насекомыми. Данный вид не особо агрессивен, а его укус, как правило, не опасен для человека так, как его братья черного вида. Но тем не менее, лучше избегать его яда. Для детей и стариков может быть сильно опасен. Сальпуги, они же фаланги или бихорка, верблюжьи пауки или ветряные скорпионы, также солнечные пауки, а в Южной Африке сальпуг вообще называют парикмахеры из-за их мощных хелицер. Да, на название явно не скупились. Среднеазиатская сальпуга, например, достигает длину 5-7 см. Все сальпуги очень подвижные, почти все они ночные хищники. Плотоядны или всеядны. Питаются термитами, жуками-чернотелками, другими мелкими членистоногими, но также могут употреблять в пищу более крупных животных, например, ящериц. Обладает безупречной реакцией. Из всех паукообразных верблюжий паук обладает самыми крепкими и упругими хелицерами, способными прокусить человеческий ноготь или кости птиц. При нападении издают пронзительный писк или стрекотание трением хелицеры друг от друга. Укусы не опасны для жизни человека, хотя могут вызвать разного рода воспаления и заражения из-за гниющих остатков пищи на их жвалах. Да и палец запросто прокусывает. Сальпуги характерны для пустынных областей. На территории бывшего СССР они встречаются на южном берегу Крыма, в Нижнем Поволжье, Кавказе. Из континентов отсутствуют в Австралии и Антарктиде. Из змей самыми опасными является очковая змея, длиной бывает до 2 метров. В своих движениях очень медленно и довольно неуклюже, хотя при случае может проворно плавать и лазать по деревьям. Питается пресмыкающимися, мышами и крысами. Детеныши, едва освободившись от скорлупы, уже ядовитые и могут защищаться. Яд содержит вещества, повреждающие нервную систему. 1 грамм высушенного яда может убить 140 собак средней величины. И гюрза – вид ядовитых змей из рода гигантских гадюк. Длина тела вместе с хвостом может достигать около 2 метров, масса до 3 кг. Гюрза – одна из самых опасных змей для домашних животных и человека. В критических ситуациях она способна совершать броски на длину тела в сторону противника. Время броска в среднем составляет 0,08 секунд, быстрее кобр, тогда как время реакции человека 0,1 секунды. Поэтому люди практически не способны среагировать на бросок этой змеи. О своем намерении атаковать она не предупреждает. Гюрза, пытаясь освободить голову, совершает резкие и сильные рывки. Иногда ей удается даже укусить ловца, пронзив для этого свою нижнюю челюсть. Яд обладает резко выраженным гемолитическим действием и по токсичности уступает только ядам кобр, тайпанов и черной маги.
Несмотря на изобретение вакцины против ее яда, некоторые врачи попросту не успевают ввести ее пострадавшим, и 20% от всех укушенных умирают в течение 2 часов. Попадая в кровь, яд разрушает эритроциты, вызывает свертывание крови, многочисленные внутренние кровоизлияния. Из достопримечательностей отмечу Шейх-ад-Дар, одна из самых высоких гор в Ираке, которая готова удивить живописными панорамами, высота 3611 метров над уровнем моря. В непосредственной близости к горе, между деревней Гандас-Джур и дорогой Гамильтона, есть опасность попасть на минные поля. Некоторые участки отмечены красными знаками с черепом и костями. Эль-Мильх – крупное соленое озеро в центральной части Ирака, расположено в самом центре страны. Название озера в дословном переводе означает «озеро соли». На территории находится несколько пологих пустынных островов, самый крупный из которых имеет 25 километров в длину. Водопад Бекхал, он расположен в 10 километрах к западу от Равандиза и в 135 километров от Эрбиля. Этот водопад принимает множество посетителей и туристов. По сравнению со многими другими странами, в Ираке не слишком большое разнообразие достопримечательностей, да и обстановка в государстве не самая спокойная, что отпугивает многих туристов. Спасибо за просмотр, всем пока!